Добрый день всем, кого не видел, всех, кто присоединились к сессии нашей Smart Talks. Сегодня мы поговорим о SharePoint и о новых возможностях и преимуществах для пользователей SharePoint, которые предоставляет компания Microsoft с выходом нового подхода к юзер-интерфейсу, нового подхода к созданию сайтов и какие есть подводные камни, что хорошо, что плохо, в обзоре сегодня на сессии. Кратко о себе. Я SharePoint-консультант компании Smart Business. Занимаюсь SharePoint начиная с 2008 года, то есть довольно-таки давно. Имею представление о некоторых подводных камнях, которые есть в платформе, в ее ядре, какие преимущества она представляет для пользователей, для администраторов, вообще для разных ролей в компании. А также, что нужно, чтобы правильно построить решение, правильно внедрить инфраструктуру SharePoint, правильно внедрить бизнес-решения, и чтобы эти бизнес-решения работали в компании и приносили свои плоды, в первую очередь коммерческие плоды. Сегодня в своей сессии я расскажу про подход Modern UI у SharePoint, который сделал Microsoft, который отличается от того, что все уже привыкли пользователи видеть, которые работали с SharePoint, так называемый Classic Experience. Расскажу про новые темплейты сайтов, чем они отличаются, какое у них есть преимущество перед стандартным дизайном, Classic Experience, какие есть неподдерживаемые компоненты пока у Microsoft и связанные с этим нюансы при разработке и при использовании конечными пользователями. Ну и поговорим о преимуществах и недостатках в целом. Итак, идеология SharePoint Modern UI, которая закладывается компанией Microsoft, это предоставление пользователям, в первую очередь продвинутым пользователям или администраторам или контент-менеджерам возможности создания сайтов, которые уже адаптированы под разные виды устройств. Это и мобильные устройства, это планшеты, это компьютеры, то есть под разные разрешения. Так называемая адаптивная вертка или адаптивный дизайн. В этом уже подходе существенное отличие от того, что было до Modern UI, то есть Classic Experience, который не был в полной мере или вообще не был адаптирован под мобильное устройство в силу своей устаревшей архитектуры, именно и устаревшего подхода к UI-разработке. Соответственно, у Microsoft появился новый подход. Это так называемые 3 шаблона, на самом деле физически шаблона 2, но 3 логических разделения. Это Hub Site, Team Site и Communication Site. Все эти шаблоны, они адаптивные. Вот как видите на слайде, Microsoft теперь использует в своих промо и слайдах мобильные устройства, дабы показать, что их решения теперь адаптивны уже из коробки. Соответственно, какие ключевые улучшения Microsoft сделал и продолжает делать с выходом Modern UI или Modern Experience подхода? В первую очередь это полностью изменена идеология навигации, брендирование сайтов, публикации страниц, публикации контента, в частности новостей и так далее и тому подобное, поиска по контенту. Что тоже изменения в поиске, они довольно-таки существенные. Идеология, которая заложена, она масштабируемая, но пока что очень ограничена. Об этом позже. Предоставление разрешений и шеринг, но сама идеология предоставления разрешений в архитектурном плане не поменялась, поменялся подход к предоставлению разрешений, особенно это ощутимо в облаке в Office 365. Ну и работа со списками и библиотеками, то есть интерфейс работы со списками и библиотеками. Все это влечет за собой, я имею в виду измененный подход, измененная архитектура, влечет за собой какие-то ограничения или поддерживаемые, неподдерживаемые действия по сравнению с предыдущей версией.
Так вот, что можно делать на Modern UI? Можно расширять. Если раньше интерфейс расширялся веб-частями, ну, в том классическом понимании веб-частей, которые SharePoint использовал, то сейчас есть специальный SharePoint Framework, с помощью которого можно создавать и кастомизировать интерфейс. Опять же, есть свои нюансы работы, об этом мы поговорим во второй части Smart Talks в следующем докладе. Что можно? Можно, как и в предыдущей версии, применять темы. Изменять лого, тут ничего не поменялось. Разрабатывать свои темы. Ну, темы — это имеется в виду цветовое оформление, логотип, то есть некое базовое оформление. Естественно, то, что требует более существенных изменений интерфейса, оно, конечно, несет за собой привлечение разработчиков в любом случае. Но для разработчиков есть свои преимущества и недостатки в новом подходе. Создание кастомных столбцов, полей, контент-типов тоже немного поменялось с точки зрения интерфейса. Архитектура моделей данных осталась прежняя, но стало немножко проще работать и создавать поля, контент-типы, планировать структуры данных. Это может делать интуитивно понятнее стало. То есть даже неподготовленный человек, не зная, что такое SharePoint, может, в принципе, с New Experience догадаться, как создать новый столбец, новый контент-тип и так далее. Ранее нужно было немножко все-таки погуглить, скажем так, найти контент, чтобы сделать что-то более серьезное, создать свою структуру и так далее. Ну и конфигурирование в целом настроек сайтов и такие как региональные настройки, языки и прочее. Немножко изменился подход, опять же, в визуальном плане. То есть Microsoft сейчас все делает адаптивное. Стратегия Microsoft — упростить и дать возможность большему количеству неподготовленных к SharePoint людей работать с платформой. На самом деле человек даже может не знать, что он работает с платформой SharePoint, но тем не менее создавать на нем сайты и заливать туда контент и работать, и в принципе автоматизировать свою работу. Что же нельзя делать по сравнению с предыдущей версией? В новой идеологии отсутствует понятие кастомного мастер-пейджа. Появился новый подход, опять же, с помощью SharePoint Framework, как мы изменяем структуру страниц, наследуем стили, наследуем архитектуру UI на сайты, подсайты, страницы дочерних сайтов. Нельзя изменить Modern UI сайт, нельзя изменить на классический интерфейс. Если классический интерфейс на Modern UI мы изменить можем, то если мы создали классический интерфейс, классический тим-сайт, то в Modern UI мы его уже не превратим. Точнее как, мы не превратим его простым переключением интерфейса. Мы его можем, конечно, перекодить, но для этого нужно привлечение разработчиков, времени, затрат и так далее. Publishing feature. Ну, все, что связано с управлением контентом, подхода к управлению контентом, версионирование, публикация черновиков. Особенно это чувствуется при работе с сайтами новостей. Абсолютно другая идеология создания новостей, создания статей, блогов и так далее. User Custom Actions и Custom JavaScript. Нельзя уже просто так его прикрутить. Точнее как? Теоретически можно, но Microsoft говорит, что это not supported solution, то есть неподдерживаемое решение. Нельзя создавать подсайты на Modern интерфейсе. В силу того, что архитектура новая подразумевает, что сайты создаются как сайтовые коллекции. Это не сайты, как по сравнению с предыдущей, это отдельные сайтовые коллекции. Соответственно, если вы создали в Modern UI сайт, то подсайт вы сможете создать только в Classic интерфейсе. Надеемся, что это пока, что Microsoft все-таки позволит нам создавать и подсайты тоже, не знаю каким образом, но выходом сейчас Microsoft предлагает это хаб-сайты, расскажу о них чуть позже.
И нельзя сохранить сайт как темплейт. Ранее в классическом интерфейсе, в классическом SharePoint можно было создать структуру сайта, можно было создать библиотеки, списки, даже контент какой-то залить и использовать далее этот сайт как шаблон. То есть на базе одного сайта создавать всю структуру сайтов и подсайтов. Сейчас этого сделать нельзя. Нельзя, опять же, простым способом. Есть способы использовать скриптование на PowerShell, но, тем не менее, простого способа сейчас уже нет. Что вносит свои нюансы, опять же, при планировании информационной модели подсайтов и сайтов и, в принципе, хранению данных на портале в целом. Какие основные темплейты, опять же, или виды сайтов есть у SharePoint? Потому что, как я уже упомянул, темплейтов физических два. Это Communication сайт и Team сайт. А вот Hub сайт — это тот, который может объединить. И с помощью него мы можем построить навигацию по Team сайтам, Communication сайтам и создать своего рода иерархическую структуру. Но эта иерархическая структура будет иметь только так называемый логический подход, поверхностный. Физически это будут сайты одного уровня, то бишь сайтовые коллекции. Соответственно, Team сайт. В чем отличие Team сайта нового от Communication сайта? В первую очередь для Team сайта автоматически создается Office 365 группа, которая является группой и безопасности, и которую можно использовать в других сервисах Office 365. Структура сайта, она тоже отличается от Communication сайта. Особенно стоит обратить внимание на последний пункт. Это Site Pages. Если в Team сайте называется Site Pages, то в Communication сайте библиотека называется Site Page. Тоже вносят свои нюансы при разработке, особенно при создании пейджей и так далее и тому подобное. Опять же, нужно очень внимательно изучать ограничения одного и второго шаблона при планировании каких-то больших сайтов, больших порталов и так далее и тому подобное. Почему? Потому что есть свои нюансы и ограничения, связанные как с разработкой, так и со структурированием информации. Соответственно, если Team сайт, чуть-чуть немножко вернемся, Team сайт, он предназначен для группы, ну, скажем так, проектных групп или групп, которые работают над небольшим куском информации, либо это какая-то совместная работа над задачами, либо в проекте, либо просто над каким-то контентом, тогда это Team сайт. Но если в компании необходимо использовать, шерить информацию между другими пользователями, я имею в виду большим количеством пользователей, такие как сайты новостей, блоги, например, сайт HR, это Communication сайт. То есть это такая небольшая рекомендация от Microsoft. Естественно, это не означает, что нужно делать именно так. То есть все исходит из требований, все исходит из потребностей, но вот такая вот небольшая рекомендация от Microsoft. Ну и Hub сайт. У Hub сайта есть свои преимущества в плане, как Hub сайт — это логическое объединение, как я уже сказал, либо Communication, либо Team сайтов. Предназначается такое понятие, как Hub сайт, для агрегирования информации с других сайтовых коллекций. То есть это новости с других сайтов, это изменения в документах, в какой-то информации, в блогах, в новостях. Примером может послужить, если мы используем SharePoint в масштабах какой-то средней или большой организации, где есть там распределенная структура департаментов, у каждого департамента есть свои новости, есть своя хранилка, и какую-то часть информации нужно шерить с другими департаментами, либо вообще на уровне организации, как правило, это, например, тот же сайт HR, да, то лучше всего использовать хаб-сайты. Потому что есть уже встроенные веб-части, есть, причем они адаптивные, опять же, они из коробки адаптивные, то есть мы можем использовать их на любом устройстве, информация будет тянуться и показываться автоматически, это без привлечения разработчиков. Опять же, есть нюанс кастомизации, то есть если, например, в классическом интерфейсе, в классических веб-артах мы могли зайти в свойства и довольно-таки многое сделать, и изменить там стиль представления информации в веб-части, выбрать представление и так далее, то в
В новой идеологии Microsoft говорит, либо мы используем вот такие веб-части без кастомизации, то есть оно вам подходит, либо мы пишем свою веб-часть на SPFX с помощью SPFX SharePoint фреймворка и используем ее. Вот такой вот нюанс. Да, такой момент. Любая информация, которая, например, создается в классическом виде, вот с помощью того же Communication или Team сайта, можно представлять в Modern UI подходе. То есть создается, например, список в классическом варианте, в классическом интерфейсе, классическим подходом. Но этот список, из этого списка потом можно вытаскивать информацию на Modern UI пейджи. У нас есть возможность у Microsoft в Modern UI есть SPFX веб-парта, которая работает с любыми списками. То есть создается веб-часть, лист она, по-моему, называется, и подключается обычный стандартный список. Таким образом мы получаем представление в Modern UI, адаптивное опять же, но работающее на бэкэнде с классическим интерфейсом. Собственно, идеология хаб-сайта, то, что я говорил, это навигация, то есть структурная навигация. Да, в Communication и в Team сайте навигацию наследовать нельзя. Опять же, по той причине, потому что это линейная структура, одноуровневая, это сайтовые коллекции на одном уровне. Соответственно, навигацию мы можем построить только с помощью хаб-сайта. Поиск через весь хаб, то есть среди той информации, которая подключена к хабу. И рекомендуемые веб-части, которые я показывал на предыдущем слайде, вот они здесь представлены. Да, опять же, забегая наперед, это не ограничения Microsoft, это те веб-части, которые есть на сегодняшний день. Естественно, они пополняются, то есть информация может меняться, за этим нужно следить. Информация меняется точно раз в месяц. По подходам, по ограничениям может что-то добавиться, поэтому, например, через месяц эта презентация может попросту стать неактуальной. Ее нужно будет дополнять. Поэтому Microsoft довольно-таки живая компания, которая постоянно работает над какими-то апдейтами, улучшениями, онлайн-апдейтами, что вносит динамику в построение решений и не дает, например, IT-специалистам расслабиться. Какие преимущества? Опять же, глобальное преимущество Modern UI в том, что предлагает адаптивный подход из коробки. Это довольно-таки большое преимущество, чтобы использовать Modern UI. Но опять же для небольших решений. Если у нас есть какие-то требования, связанные со структурой данных, с тяжелыми карточками какими-то и так далее, то Modern UI пока еще уступает классическому подходу. Вторым большим преимуществом является производительность. Довольно-таки заметное ускорение загрузки страниц, которые на Modern UI по сравнению с классическим интерфейсом. Опять же, потому что архитектура страницы полностью переработана. Ну и модерновые страницы, Modern UI страницы, они поддерживаются в Native SharePoint Application на мобильных устройствах, Mobile Apps. Предыдущий классический интерфейс этого не поддерживал, поддерживались только представления мобильные, сейчас же в Modern UI поддерживаются и страницы в том числе. Ну и недостатки. Как я уже сказал, недостатки — это линейная абсолютно структура одноуровневая сайтов, то есть сайтовых коллекций, которая не позволяет нам строить иерархическую структуру в том понимании, в котором она была. Поэтому довольно-таки сложно иногда переходить и планировать миграцию сайтов с классического интерфейса на Modern UI, на Modern подход. Потому что идеологии все-таки отличаются. С другой стороны, никто не мешает с помощью разработки иметь старый интерфейс, то есть какой-то бэкэнд с хранением информации, и создавать красивый интерфейс, и потом с красивого интерфейса вытаскивать информацию с классики. Пока что это поддерживается, но опять же, в силу того, что Microsoft не все адаптировал под Modern UI, соответственно, есть такая возможность
ну, скажем так, гибридного такого подхода между новым, модерновым UI и классическим. И да, последнее, вот то, что я только что озвучил, это Modern Site Experience is not completely modern. Почему? Потому что списки и свойства списков, если проваливаться дальше, то мы перейдем все равно в классический интерфейс. То есть для того, чтобы создать столбец, да, окей, мы можем использовать Modern UI, но если нам нужно настроить Information Management Policy какую-то, то есть управление контентом, Retention Policy, устаревание контента и так далее, мы все равно пока что используем классический интерфейс. Поэтому, резюмируя теоретическую часть, использовать Modern UI можно и нужно, но аккуратно и при этом все равно заниматься планированием и продумыванием наперед, чем может обернуться использование такого нового подхода к UI, в первую очередь, представление информации конечным пользователям по сравнению с классикой. Вот. Сейчас я немножко покажу небольшое демо, как это выглядит вживую. Чтобы имели наглядное понимание, что имеется в виду под хаб-сайтом, communication сайтом и team сайтом. Для того, чтобы создавать сайтовые коллекции, ну или сайты, сайтовые коллекции, в новой терминологии эти понятия немножко смешанные, конечно, желательно использовать SharePoint Admin Center, который новый у Microsoft. Сейчас я на него перейду. Потому что в классическом центре администрирования сайты, которые создаются на Modern UI, они недоступны. Так как здесь полностью переработан, опять же, классический интерфейс, вот Active Sites, и вот это все, что создано на базе Modern UI. Это небольшое демо такое у Microsoft есть. Некоторые шаблоны мы сейчас посмотрим. Ну вот я открыл Product Marketing. Сайт, созданный на базе темплейта Communication Site. Да, сайт создается, как и ранее, Create, и доступно всего лишь два темплейта, Team Site и Communication Site. После того, как мы выбрали темплейт, стандартная процедура, укажите имя, укажите URL сайта, кто хозяин, и все. То есть здесь подход не поменялся. Итак, Communication Site. Communication Site, он изначально выглядит как сайт новостей, либо какая-то сайт-визитка, либо сайт, который шерит информацию, агрегированную с других источников. Те же новости, то есть я думаю, что 90% презентаций по Modern UI и Communication сайтов начинаются с презентации фичи новостей и агрегации их с других сайтов. Это как сайт выглядит с коробки просто. То есть, естественно, и он responsive. Сейчас покажу. Как видите, контент сжимается. Естественно, в классическом интерфейсе с коробки мы такое бы не получили. Для этого нужно было бы верстать homepage так, чтобы она имела responsive дизайн. Team сайт. Team сайт выглядит вот так. Опять же, как видите, здесь другой подход. Здесь больше контента, нежели визуализации. Здесь тоже есть новости, которые можно, кстати, новости можно тянуть как с других сайтов SharePoint, так и с других источников внешних. Это все настраивается в свойствах веб-части. Но опять же акцент на работе с документами, с контентом, шаблонами, быстрым доступом к информации и так далее и тому подобное. То есть, опять же, две разные идеологии. Это необходимо учитывать.
И третий хаб-сайт, о котором я упоминал, вы его так не откроете. Точнее как? На самом деле вы видите, что это хаб-сайт. Вот здесь. Хаб-сайтом может быть любой communication, либо team-сайт. Для того, чтобы создать хаб-сайт, нужно зайти в центр администрирования и сделать сайт хабом. Вот так. Зарегистрировать хаб-сайт. Что это означает? Это означает, что данный сайт будет являться логически родительским по отношению к другим. А другие сайты, если мы хотим от этого сайта наследоваться, мы делаем associate with a hub site. Типа ассоциация с другим, с каким-то сайтом верхнего уровня. И здесь мы выбираем, какой сайт у нас будет наследоваться. Вот у меня создан демо-хаб. Давайте я его открою, посмотрим, что он из себя представляет. Smart, сейчас, секунду. Вот я зайду на Team сайт. Это обычный сайт Team. И сделаю его сейчас хаб-сайт. Сейчас он заапдейтится. И вот видите, DemoHub 2 он стал называться как хаб-сайт. Теперь что я сделаю? Теперь я могу обновить. Обновлю сейчас. И сделаю, например, сайт финансов под сайтом вновь созданного хаба. Таким образом я создаю логическую структуру. Если кто-то работал с навигацией и сайтами под сайтами на классическом интерфейсе, все обстояло немножко по-другому. Нужно было создать подсайт, то есть зайти в контент сайта, создать подсайт, потом управлять навигацией, активировать фичу публикации, поработать еще с настройкой левой-правой навигации, я имею в виду Quick Launch и Top Navigation. То здесь нет, здесь такого нет. Здесь Quick Navigation понятие есть только в Team сайте, в Communication сайте Left Navigation нет. Отчасти похож темплейт на темплейт Oslo, в котором нет Left Navigation, а только Top Navigation. Ну, не Top Navigation, только верхняя часть. Да, либо только нижняя, либо только левая. Вот это. Подход приблизительно такой же, но четкое разделение, для чего оно нужно. Если в классическом интерфейсе Team сайт выступал как база для остальных шаблонов, то здесь все-таки основных шаблонов два. Это Communication и Team сайт. Ну, собственно, по overview у меня, наверное, все. Такой небольшой бриф для первой лекции по SharePoint нашей. Первый такой трек по New Experience. Более глубоко, как изменять интерфейс, следующий спикер расскажет. Вот, а сейчас, наверное, вопросы по первой части. Да. Да, конечно, сейчас, секунду. Давайте создадим список. Начнем с создания списка. Список теперь создается вот так. Да, вопрос был, прошу прощения, повторю вопрос. Вопрос был даже не вопрос, а просто вопрос был показать, я упоминал в презентации
работу с новым интерфейсом, но со старыми списками. То есть работа со списками, как происходит сейчас в новом интерфейсе. Создаем список. Roadmap. Теперь вот здесь добавляется столбец. Не на рибане, как раньше, а вот так. Например. Ну, назовем это дата. Save и так далее. Так создается список. Можно указать reminder на этот список повесить, но reminder — это Microsoft Flow. Здесь участвует, это отдельный сервис Office 365. То есть здесь более гибкая работа с контентом, но она разбита по разным сервисам. В классическом понимании SharePoint это, если on-premise берем наземную версию, то это workflow. Это workflow, либо ремайдеры, которые встроены в SharePoint. Здесь нет, здесь это flow, ну как рекомендация, опять же, всю автоматизацию выносить на другой сервис. Потому что SharePoint предназначен для только хранения информации, работы с контентом и так далее, и так далее. А любая автоматизация должна быть вынесена как отдельный сервис, как отдельный слой. Так, ну давайте попробуем теперь зайти в свойства списка, что-то посмотреть в виде свойства, как это вот list settings, да? Сейчас мы подгрузимся. Ну, вьюхи остались, то есть представления остались, можно создавать свои кастомные вьюхи, здесь все не поменялось. Собственно, это одна из сильных сторон работы со списками и с информацией в списках у SharePoint, поэтому менять смысла не было. Так, секунду. Сейчас создадим что-нибудь. Например, то есть формы, опять же, идеология форм тоже поменялась, как видите. То есть открывается не такая не статическая модальная форма, она тоже модальная, но немножко переработанная. Quick Edit никуда не ушел. Это из того, что есть. Это я показываю сейчас работу со списками, так как она есть в Modern UI. Что добавилось? Кто что менял. Так, и идем в Site Contents. Демо-список. И Settings. Как видите, здесь старый интерфейс. То есть, по сути, изменилась обложка, но не поменялись внутренности и архитектура, как она хранится, как информация хранится в базе или внутри SharePoint. Естественно, админки, я думаю, все равно поменяются рано или поздно, но идем на All Items и перепрыгиваем в новый интерфейс. Да. То есть точно такое же требование по поводу названий на английском открывает. Здесь ничего не поменялось. Второй вопрос был название столбцов. Одной из рекомендаций, дабы потом было проще и удобнее разработчику работать с данными, работать со структурой, одна из рекомендаций — это создавать столбцы на английском языке с латиницей. И вот вопрос был, поменялся ли подход, можно ли создавать на русском, ну или с кириллицей, с использованием кириллицы. Нет, все равно рекомендация осталась, спецсимволы остались, то есть создавать можно, но будет не сильно красиво, урлы и так далее. А библиотека документов. Вот в старой версии, если мы хотим
Да. потом его нужно закрыть. Это не сильно удобно, поэтому вы должны открывать его в своем офисе на компьютере, чтобы открыть несколько документов. Так вот, поменялось ли здесь что-то? То есть мы можем открыть несколько документов онлайн? Вы в разных вкладках можете открыть. Даже в старом. Можно. В старом, опять же, вопрос был, можно ли открывать несколько документов в новом интерфейсе. На самом деле и в старом можно было, только в разных вкладках. И, опять же, смотря что используется. Если это облако, Office 365, как мы это использовали, то там мы не видим, на самом деле за это отвечает компонент Office, если я не ошибаюсь, он сейчас называется Office Web Apps сервер. Это отдельная компонента, она ставится вообще как отдельный сервис, который интегрируется с SharePoint и позволяет в браузере открывать документы. Про это вопрос, да? В новом интерфейсе все осталось то же самое. А еще по поводу этого, когда мы сохраняем на своем компьютере, в Да. своем офисе, то изменения мы можем увидеть только, ну, то есть то, что стало изменилось, если мы перезагрузим страничку. Это поменялось? Нет, то же самое. Вопрос был, поменялось ли, когда мы изменяем на ноутбуке или на своем стационарном компьютере документ, который открыли из SharePoint, изменения мы можем увидеть только после перезагрузки страницы. Здесь ничего не поменялось, здесь нужно обновлять. Потому что, когда мы сохраняем документ, данные отправляются на сервер. Если мы эту страницу не трогали, автоматического релода той компоненты там, веб-части, которая отвечает за отображение информации, нет. Иначе бы это утяжелило бы фронтенд. Соответственно, нам нужно сделать F5, чтобы данные у вас показались с сервера. В классе Experience, получается, нет такого, когда мы говорим про библиотеку изображений или галерею, то есть ее нет вот в классическом понимании каждого, то есть что ты открываешь картинку, можешь ее кликать, над нее менять изображение, добавилось ли это внутреннее Experience? Вопрос в классическом интерфейсе, в классическом подходе. Есть шаблон библиотеки изображений для построения фотогалерей, но нет возможности, нет нормального просмотрщика, да, чтобы можно было там перекладывать и смотреть в режиме фотогалереи. В Modern UI шаблон библиотеки изображений не существует. Соответственно, вы правы, это просто библиотека документов, куда вы можете складывать все, что угодно, загружать картинки и дальше с помощью SPFX веб-части, с помощью JavaScript сделать такой просмотрщик, какой вам нужен. Равно как и другие. То есть очень много шаблонов библиотек и списков, deprecated, тут есть такое понятие, да. Это не только касается библиотеки изображений, это еще куча шаблонов списков, которых нет, там, по-моему, тех же контактов. Там они постоянно что-то меняют, что-то улучшают, поэтому... Додалось якісь нові приложення? Ви говорите, що Там деякі duplicated, а додавалось щось нове? Чи ні? Вопрос был, добавилось ли что-то новое, то есть я рассказываю, что все это поубирали, добавилось ли что-то новое. Добавились веб-части, в первую очередь, но в плане структуры все упростилось. Есть список и есть библиотека, все. Дальше вы храните информацию, то есть вы не видите, что там хранится, но представляете ее, хотите фотогалерея, веб-часть, пожалуйста, JavaScript фотогалереи, список, там, таблицы, форматированный список. Все это с помощью JavaScript, SPFX веб-частей и так далее. То есть здесь Microsoft ушел от шаблонирования структур данных, но перешел к большей визуализации, представлять больше возможностей к кастомизации интерфейса. А структуры данных, по сути, это библиотека документов, это, в принципе, частный случай списка. Да, то есть даже в списке в том же есть attachment, а в библиотеке просто это документы. Соответственно, зачем хранить нам, плодить эти шаблоны, которые, например, от того, что мы положим изображение в библиотеку изображения, а не в библиотеку документов, просто JPEG-ами, суть от этого не поменяется. Да, есть out of the box представления, эскизы, да, там, где плиточка в классическом интерфейсе. Но насколько оно удобно, все равно на это представление нужно вешать JavaScript, который будет там просмотрщик какой-то более красивый, более современный, там, да. Поэтому мы решили, наверное, я так предполагаю, опять же, я не знаю, какую идеологию нес Microsoft, когда убирал библиотеку изображений,
Ну, я думаю, что это просто упрощает. Она не нужна на самом деле. Вот вы говорите, что исчезла кастомизация мастер-пейджа, пейдж-лейаута, там было много достаточно минусов, а тогда изменились какие-то возможности по кастомизации, потому что кажется, что их стало меньше. Их стало больше в плане... Вопрос был. Да. Я упоминал, что нельзя... Нет сейчас в Modern UI понятия мастер-пейджа в том классическом понимании, которое было у SharePoint. И вот кажется, что возможностей для кастомизации стало меньше. Отвечаю, нет, не стало меньше. Немножко трансформировалось понятие кастомизации. Оно переросло в создание веб-частей на базе SharePoint фреймворка, в котором вы, собственно, можете использовать Angular, вы можете использовать React. То есть, наоборот, больше для фронт-энд разработчика стало, поле для деятельности больше стало, нежели в предыдущем подходе. Вам нужно было в первую очередь учитывать ограничения, которые накладывала структура, табличная верстка та же. Кучу ограничений накладывала в плане адаптивности. В Modern UI такое решение, такая проблема частично решена. Опять же, с помощью вот этих SPFX веб-частей, которые пишутся тут просто на коде. Есть набор веб-частей, которые out of the box, но никто вам не мешает на JavaScript написать свою веб-часть и ее вставить так, как вам нужно. Это вот Юлия расскажет в следующем треке, как это делать. Еще вопрос? Тогда всем спасибо.